Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Кто со мной не знаком, меня зовут Марина. И сегодня будем делать расклад, тему которого подсказали мне вы, мои дорогие. Очень многие написали в комментариях в предыдущие дни, что хотят увидеть расклад на тему, что он скрывает, его тайны, что вам нужно сейчас о нем знать, об этом человеке. Именно эту тему сегодня мы и будем рассматривать. Вы, пожалуйста, сконцентрируйте свое внимание на вашем мужчине. Представьте его, хорошенько визуализируйте, назовите имя. Благодарю вас, мои дорогие, за ваши донаты. Низкий поклон каждому, кто присылает мне такие бесценные подарки. Благодарю вас за ваши лайки, за комментарии, за подписки, за любой способ поддержки моей работы. Очень нежно всех люблю. Итак. Ну что могу сказать? Сегодняшний расклад очень хорошо подойдет для тех, у кого есть реальные проблемы в отношениях с этим мужчиной. Если у вас все прекрасно, все замечательно, значит, такие сложные моменты вы проходили с ним в прошлом. Сложный аркан вышел, как комментарий, как фон расклада. Здесь была боль, могло быть предательство, могло быть ранящее вашу душу отношение мужчины к вам. Здесь большой такой комплекс проблем, может быть, но это однозначно проблемы. Для очень многих из вас, возможно, вы и сейчас пребываете в таком состоянии. Пятерка мечей. Видите, здесь девушка с ангельскими крыльями стоит ногой на человеке, она его повергла, и меч держит у его горла. Вокруг разбросаны еще 4 меча. Но, в общем, это очень сложный аркан. По сути, аркан врага, когда люди отдаляются друг от друга именно по причине причинения боли одним человеком другому. В общем, сложную нам показали сейчас ситуацию, как всегда. Редко, когда выходит все гладко и хорошо, но что поделаешь, это жизнь. Расклады Таро смотрят в основном люди, у которых есть реальные проблемы, и они хотят понять, что происходит, правильно же? Вот такая история. Так начинается, вернее, наша история. Давайте теперь посмотрим, а мужчина, как нам его покажут. Ну вот, пожалуйста, вам. Фехтовальщик великий. Мало того, что спорщик, это человек, который всегда доказывает свою точку зрения. Если он ее не доказывает, то значит он и без доказательств на своем стоит. Человек, который всегда готов вступить в борьбу, в спор. Человек очень несговорчивый, а также это мужчина, с которым вы, возможно, подошли сейчас к такой грани, когда вы не понимаете, чего ему нужно и куда вообще дальше двигаться, что дальше делать. Стоит ли бороться дальше за что-то, стоит ли что-то... Тут даже больше не о мужчине показывают, а вообще ситуация между вами. Но мужчина сам по себе вот такой, как я вам сказала. Он не дает вам уверенности в завтрашнем дне. Вы не знаете, как и куда дальше с ним двигаться. Но то же самое происходит и с мужчиной. Кто-то из ваших мужчин может находиться в двойственном положении сейчас. И, соответственно, нет возможности принять конкретное решение. Здесь идет душевная борьба. Мужчина сам слеп к дальнейшим перспективам, а что будет дальше. И вы в том числе, естественно, вместе с ним, с вами происходит то же самое. Еще что за человек? Как нам его характеризуют? Этот мужчина находится в серьезных отношениях с женщиной. Отношения очень тяжелые. Здесь мужчина может быть женат, ваш муж или несвободный. Если мужчина свободен, значит в его жизни есть женщина, с которой у него очень серьезные, очень многих из вас кармические, очень важные кармические отношения. О кармических отношениях я очень часто говорю, у меня есть даже отдельные расклады на эту тему, можете посмотреть в истории моих видео и увидите там. Отношения очень тяжелые, очень сложные. В общем, тут одни мечи у нас выходят. И женщина в отношениях с ним, с этим мужчиной, она мало того, что не чувствует уверенности и живет с ним некими циклами. Качели здесь. Качели, карусели. Вот карусели больше, не качели. И женщина устала. Тут больше не мужчину даже показывают.
Я спрашиваю у мужчине, а нам показывает, что та женщина, императрица, которая в его жизни есть, она не просто даже устала, ей плохо. Она чувствует себя несчастной, несчастливой. Она не может понять, почему мужчина так ведет себя, что именно между ними происходит, чего ему нужно. Так что здесь история даже больше не о мужчине, а самом, а о том, что происходит в его жизни с этой женщиной. Но женщина очень важная. Это прям такие серьезные отношения. Даже если вы, и вероятнее всего о вас идет речь. Возможно, конечно, если вы с мужчиной уже несколько лет не на связи, да, то может быть речь о ком-то другом. Но в его жизни однозначно есть женщина, с которой отношения вот такого порядка. Кстати, вполне возможно, для кого-то из вас будет так, что мужчина не свободен, женат, и, соответственно, такого типа отношений у него могут быть просто с его законной супругой. Вот такие сложные. Тут будет двояко, здесь сразу раздваивается информация. Расклад у нас общий, естественно, огромное количество людей смотрит расклад. Поэтому для части аудитории будет так, для части аудитории будет немножко иначе. Вообще у мужчины у этого есть тайны? В принципе, он скрывает что-то? Но здесь не просто тайны. Здесь мужчина, к сожалению, но он по натуре такой человек, который не просто скрывает, не только тайны у него, он еще очень много врет. 7 мечей вышла. Причем здесь очень яркий такой аркан. Он о том, что мужчина человек, к очень большому сожалению, неискренний. И человек, который склонен к лжи. И причем то, что он скрывает, это может быть именно его ложь. Вот что-то он лжет, что-то он не договаривает, что-то он представляет вам не так, как есть на самом деле. И здесь не только речь о вас идет. Здесь вообще мужчина по жизни себя ведет таким образом. Скрывает ли он что-то? Здесь вагон и маленькая тележка, может быть, еще миллион маленьких тележек за этим вагоном, за огромным локомотивом. 100 вагонов, а потом еще миллион тележек. Здесь мужчина порой даже теряет понимание, что есть правда, что есть ложь. То есть он настолько умело умеет лгать, что порой даже сам верит в свою ложь. Вот такой у нас сегодня кадрик пришел на расклад. Да, печально это, конечно, слушать, но что поделаешь. Кто пришел, тот пришел, того и встречаем. Хорошо, с чем связана эта ложь, с чем связаны его тайны? Основные тайны, которые нам можно знать. У этого человека идет активное общение. С кем? Давайте посмотрим. С женским коллективом или, может быть, что-то. От скуки здесь человек общается. И причем здесь может быть общение как с женской половиной человечества прекрасной, так и с мужской тоже аудиторией, с друзьями, с коллегами. В общем, знаете как, здесь человек для того, чтобы не чувствовать себя одиноким, а он чувствует себя глубочайше одиноким, он старается активно общаться, знакомиться, общаться, заводить новые связи, вот что-то в этом плане. Здесь идет так, что даже если он не показывает того, что он чувствует себя одиноко, и если он кажется душой компании, человеком открытым, любящим жизнь, что вряд ли здесь, конечно, но может быть, то в душе этот человек одинок, и ему постоянно хочется новых энергий, эмоций, чтобы хоть как-то скрасить свое внутреннее одиночество. Вот здесь история, потому что я вижу по сигнификации дальше все, что пошло. Здесь запросто может идти речь о нарциссическом расстройстве личности. Возможно, нарцисс, психопат, может быть, социопат. Вот что-то в этом роде. Потому что плохо на душе у мужчины, пустота. И эту пустоту он пытается чем-то заполнить, каким-то ресурсом, который он ищет в общении. Внутренняя опустошенность, состояние одиночества, ощущение одиночества, оно угнетает его, и он ищет облегчение в общении, и, соответственно, ищет ресурс, теплый, эмоционально приятный для него, чтобы заполнить эту пустоту в душе. Получается ему посредством общения заполнить эту пустоту. Но вы знаете, в общем, ему это помогает. Не всегда, да, особенно женщины помогают ему в этом. Ресурсные. Здесь мужчина ищет общение с очень ресурсными женщинами. Для него женщина богатейший ресурс.
а вот как раз для этих целей, чтобы заполнить пустоту в своей душе. И причем женщин он выбирает для общения самых прекрасных, самых ресурсных, самых красивых, самых умных, самых, что самое главное, умеющих чувствовать, умеющих любить, радующихся жизни и умеющих эти эмоции позитивные дарить своему мужчине. Здесь у мужчины, у того, на которого мы смотрим сегодня расклад, у него прям, можно сказать, его основная цель в общении – это такие женщины. Ну да, здесь очень-очень похожа картина на нарциссическое расстройство. Девочки, если вы до сих пор еще не знаете, что это такое, значит, пришел момент вам отправиться на просторы интернета и накопать, нарыть информацию о том, что это такое. Потому что сегодня у нас на раскладе явный нарцисс. Именно такие женщины его интересуют. Не ресурсные, не интересные, такие серые мышки вряд ли его заинтересуют. Его интересуют самые такие мощные по энергетике, самые сладкие, самые богатые ресурсные женщины. Вот это скрыто для многих из вас. Многие из вас ищут ответы на свои вопросы по поводу странного поведения мужчины, возможно, холодного, отстраненного, или вы действительно чувствуете, что врет много. А зачем он это делает? А почему он так себя ведет? А ответ вот тот, который я вам сейчас и привожу здесь. Это нарцисс. И когда вы изучите информацию подробненько, вы поймете. Поймете, кто он и почему он так себя ведет. Что еще скрыто от вас? Этот мужчина, он полностью сосредоточен на себе. Возможно, вы знаете о том, что мужчина эгоистичен, но масштабов этого эгоизма вы даже не подозреваете, потому что они порой переходят все, так сказать, границы. И настолько для него важен исключительно он сам, что здесь мужчина может проявлять крайние степени эгоизма в отношениях со своей женщиной. В начале, естественно, отношений, как и любой другой мужчина, и нарцисс в том числе, он может вести себя сладко, чудесно, замечательно. У вас складывается такое впечатление, что это ваш мужчина, ваш, единственный неповторимый. Вы никогда никого не встречали прекраснее, чем этот человек. Однако со временем вы начинаете понимать, что это, вероятнее всего, было ваше заблуждение. Самообманом занимались своего рода, потому что мужчина очень умело такую красивую картинку вам нарисовал. Со временем вы начинаете понимать, что мужчину, по сути, кроме него самого, мало что интересует. И уж тем более мало кто интересует. Для очень многих из вас это скрыто. И вы продолжаете искать ответы на свои многочисленные вопросы и не можете их найти. Еще что скрыто от вас? Этот мужчина любит не просто приятное общение, он еще очень любит всевозможные наслаждения, как физические, так и чувственные. Он любит вкусно покушать, он любит хорошо выпить, и он любит флиртануть. Так это вот конкретно. То есть ему очень нравится противоположный пол. Возможно, вы об этом знаете, но для тех, кто не знает, вот вам такая информация. Это любитель удовольствий. Без удовольствий жизнь его не имеет тех ярких красок, которые его радовали бы и давали бы ему такое настоящее топливо для жизни. Мужчина очень любит удовольствие и очень любит противоположный пол. И он будет всегда таким. Он любит нравиться женщинам. И женщины очень нравятся ему, и ему доставляет огромное удовольствие общение с противоположным полом. Ну и, конечно, вкусная еда. У кого мужчина выпивает, то, соответственно, хорошая выпивка. Для кого-то хорошая, для кого-то не очень, но он от этого кайф получает точно. Чувственное удовольствие для него на первом месте. Еще что от вас скрыто, и вам точно надо знать об этом. Этот мужчина мечтает о любви. Мечтает. Он мечтает встретить идеальную женщину. Он мечтает влюбиться по-настоящему. А он способен вообще любить?
А вот способности любить здесь абсолютно нет. Ну, девочки, сегодня расклад можно было назвать так. Разбор психологических характеристик вашего нарцисса, потому что здесь явный нарцисс у нас на раскладе, и вот все выходит, вся информация выходит именно о нем. Мужчина не имеет возможности любить, испытывать глубокие привязанности. В то же время у него огромная потребность быть любимым и потребность влюбиться. Он прям мечтает влюбиться. Полюбить по-настоящему, даже не влюбиться. Можно сказать, спит и видит это, что он полюбил. Но проблема в том, что если он реально нарцисс, а здесь очень похоже на это, то всю жизнь он так и будет в поиске идеала, в погоне за идеалом, и будет повторять одно и то же, одно и то же, одно и то же с каждой женщиной в своей жизни. На первых порах будет ощущать действительно чувство влюбленности, у него будет такая иллюзия. Затем все это перейдет в обесценивание отношений, в утилизацию расставания, и будет повторен следующий цикл со следующей женщиной, или же он может вернуться в любой момент к предыдущей, чтобы повторить тот же цикл. Да, сегодня у нас сложная история, но значит, так нужно было. Раз Таро сегодня хотят рассмотреть именно такого человека, значит, многие из тех, кто смотрит сегодня расклад, имеют отношение именно с таким человеком. Чего вы не понимаете в нем? И что вам хотят открыть сейчас Таро о нем? Чего вы не понимаете? Это человек, который всегда стремится быть первым. И он может использовать абсолютно любые способы для достижения своих целей. Вкус победы, социальное признание, ощущение того, что он это сделал, в том числе завоевал сердце женщины, а что уже будет потом, его мало волнует. Для него важен процесс завоевания, в том числе женского сердца, и завоеваний вообще по жизни. Это, наверное, самая главная движущая сила в его жизни. Завоевывать, побеждать, быть первым, получать признание, получать восхищенные взгляды, получать лестные отзывы о себе самом. И этот мужчина, он будет применять абсолютно любые средства, абсолютно любые, для достижения поставленных целей. А с целью он ставит для себя именно для того, чтобы ощутить это пьянящее чувство победы и даже превосходства над другими людьми. Вот это вам нужно знать о нем. Даже если вы этого не знаете. Или, возможно, подозреваете, но не знаете масштабов. Давайте-ка я спрошу, с этим человеком вообще реально, не только для вас, а вообще реально построить гармоничные отношения? Есть ли такая женщина в мире, которая сможет с этим человеком совладать, так сказать? Которая сможет с ним что-то выстроить. Смотрите, что вышло, как интересно. Верховная жрица. Верховная жрица – это женщина, ну, по сути, можно сказать, фея, волшебница, муза, вдохновительница для любого мужчины. Почему? Да потому что эта женщина обладает от рождения безграничным запасом, багажом, сокровищем сакральных знаний, которые даны ей от природы, от Вселенной, от рождения. Только такая женщина, которая обладает вселенской мудростью, женщина, которая постоянно находится в работе над своими духовными качествами, женщина, которая духовно развивается и становится мудрее и мудрее и мудрее, вот только такая женщина может какую-то кашу, давайте так скажем, более или менее уподобоваримую с этим мужчиной сварить. Потому что обычная земная женщина, такая, которая, вот как он любит женщин, ресурсная, которая влюбляется, которая хочет любви, которая хочет дарить свою любовь, которая искренняя, открытая, где-то в чем-то наивная. Это, конечно, для него великолепный ресурс, но он таким ресурсом пользуется и отправляют на утилизацию. То есть и так может происходить много раз в его жизни. И только верховная жрица – это настоящий крепкий орешек, который ему никогда не раскусить, мудрейшая из мудрейших. Кстати,
очень многие из тех, кто смотрит сегодняшний расклад, и являются верховными жрицами. И вы не зря смотрите расклады Таро, потому что вас интересует тематика психологии взаимоотношений. Вы хотите понимать процессы тонко, которые происходят в вашей жизни, в том числе в ваших взаимоотношениях с мужчиной. Вы становитесь мудрее, вы развиваетесь духовно. Вот только такая женщина может с этим мужчиной что-то построить, да? Но вот здесь очень большой вопрос. А нужен ли будет этот мужчина верховная жрица? Потому что верховная жрица обязательно докопается до сути, обязательно докопается до причин происходящего. Она обязательно найдет информацию о том, кто такой нарцисс, почему он так себя ведет. Она осознает, она поймет, с кем она имеет дело, и вот тогда будет очень большой вопрос, а нужен ли ей будет этот мужчина. Вот здесь выходит так, девочки. Такой у нас получился сегодня расклад. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели до конца. Буду очень благодарна вам, как всегда, за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Пожалуйста, подписывайтесь на мои каналы. На YouTube нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же всех целую, люблю. Желаю всем счастья, любви, добра, мира, гармонии, света, вдохновения. И, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Пока-пока, мои драгоценные. До следующего расклада.